И снова здравствуйте. Это просто праздник какой-то. Ну, для любого мужчины железяки, инструменты — это праздник. Как для женщин одежда, вещи, магазины. Меня зовут Вячеслав, и вы на канале «Где-то за Уралом». Ребята, мне пришел Интерскол. Фрезерная машина. Я ее долго выбирал. И как в анекдоте. Хотел бы купить Макиту, но не хватает финансов. Есть финансы купить пару китайцев, но ни малейшего желания. Походил по магазинам, посмотрел, пощупал, пошатал. Посмотрел по интернету, что сейчас производят, что продают. И для постоянной тяжелой работы я все-таки остановился на Интерсколе. Интерскол 67 2200E. Вот он сегодня пришел, я его заказал через интернет, и он до меня наконец добрался. Добирался около 5 дней. Разница в цене в интернете на них, до 2000 разница. То есть где-то подороже, где-то подешевле. Я нашел где подешевле, с хорошими отзывами, заказал, пожалуйста, пришло. Привезли к самому порогу, только вышел, получил деньги, отдал и доволен. Осмотрел, обнюхал, общупал. Ребят, я в принципе очень доволен тем, что я его взял. Мне нужно для строительства дома, и также, как я пасечник, у меня постоянная слесарная мастерская чем-то занята. То я ульи делаю, там надо ручки фрезеровать, под ручки пазы. То дверные коробки надо сделать, там то какой-то шкафик сделать, то стол, скамейку. Для этого постоянно нужен циркулярка, рубанок, фрезер. Поэтому он постоянно в работе, будет в работе. Мощности у него хватает, он может работать продолжительное время без охлаждения, без остановки. 2200 это в принципе 2200 ватт, это хорошая мощность. Максимальный диаметр фрезы у него 50 миллиметров. Довольно удобный хват. На сайте на них было указан вес 6 килограмм. На самом деле вот в паспорте написано, что вес у него 6200. И притом без шнура. То есть фактически, 6300 со шнуром. Я его пошатал. Всяко разно пошатал, ребят. Муфта нет. Качество сборки в принципе хорошее. Мне это понравилось. В принципе, я его могу опустить одной рукой, но только за одну ручку. За вторую я его так опустить не могу. Вряд ли кто-то работает фрезером одной рукой. То есть опустил, рычаг фиксации удобный, тут же под пальцем. Кнопка включения тоже удобная. Фиксатор можно включить, зафиксировать кнопку. Регулятор оборотов здесь прямо на крышке. В зависимости от диаметра фрезы, материалов, которые обрабатываете, подбирается и скорость. Здесь даже на нем, на самом, указаны рекомендованные скорости. Здесь указаны только скорости и какая позиция переключателя отвечает за ту или иную скорость. В паспорте указаны ориентировочные скорости и материалы, которые обрабатываются диаметром фрез. То есть можно примерно подобрать, у кого опыта еще не хватает, можно подобрать по бумажке примерную скорость, чтобы и дерево не горело, чтобы не скалывало. Пожалуйста, а дальше уже с опытом это все приходит. Вторая радость. Шнур резиновый, ребята. Шнур резиновый. Я вот сейчас работаю, достраиваю свой дом. Температура бывает до минус 15, холоднее, уж стараюсь не вылазить. И вот эти вот пластмассовые шнуры, я вот шлифовал полы, выравнивал полы. На Маките у меня пластмассовый шнур был, вот он, я его снял. Он пластмассовый, он сломался от мороза. Пришлось ставить другой резиновый. И там еще обозначилась еще одна проблема. В Маките, в рубанке не предназначена замена шнура. Там нет разъема, где можно открутить шнур, снять. Там это все запрессовано. Пришлось мне отрезать, оголять провода
и прикручивать скруточки, пропаивать шнур, изолировать. То есть вот такой вот. Вроде серьезная, хорошая фирма, а такие вещи не предусмотрела. Вернемся. В некоторых обзорах на интернете я видел, что здесь не очень хорошее литье. Да, подтверждаю. Вот здесь вот, как раз под пальцем, вот этот край алюминия, он острый. Вот в этом месте край алюминия острый. И когда руку суешь, и как раз по этой острой кромке он ведет. Можно легко порезаться, очень легко. Поэтому надо сразу вот это место подчищать. Вот этот край, край литья, но он еще немножко и топорщится, и при этом острый, то есть его обязательно надо подчищать. Литье пластика отличное, на 5. Из 5 баллов поставил бы 5. Не хуже, чем у хорошей Makita. Качество направляющих отличное, зажим вообще супер. Регулировка по глубине возможно. Вот этим вот револьверным упором, когда работаешь в несколько заглублений, можно его настроить, если много позиций надо обработать. Пожалуйста. Здесь есть еще болтики, которые можно регулировать. А можно вот это отрегулировать еще и вот этим вот упором. То есть мало того, что он может работать, регулироваться вот этими болтиками на револьверном регуляторе, он еще может регулироваться вот этим маховичком. И есть еще вот такой регулятор. Вставили, и вот он, фрезер пошел, то есть лифт. Это очень удобно, когда работаешь фрезером в столе. То есть когда фрезер зажат в столе, и вам неудобно подлазить под стол, чтобы выставить фрезу. Пожалуйста, этот винт выведен сюда. То есть я также могу поднять и опустить фрезу вот этим вот ключом. Классная штука. Молодцы. Один оборот вот этого ключа, полный оборот, 2 миллиметра. Что еще есть? Вот такой вот параллельный упор. Параллельный упор из жестянки. На сайте у них чаще всего нарисован алюминиевый, литой, но вот сейчас идет жестянка. И вот с одной стороны хорошо, здесь есть прокладки, вообще классные прокладочки, мне нравятся. Вот в этой плоскости упор ровный, но он сам по себе относительно вот этих штанг, он наклонен. Не знаю, видно вам, нет. Он завален к штангам. То есть его надо вот от штанг отсоединить и попробовать аккуратненько выровнять. И к тому же он еще немножко винтом. То есть вот эта подошва чуть-чуть уводится. То есть ее тоже надо будет довести до ума. Но вообще железо взято 3, крепкое, углы ровные. Надо просто его немножко довести до ума. Прокладочки вообще обалденные. Также с этим фрезером идут цанги на 12 мм. Цанги уже с гайками. То есть не надо переставлять цангу с гайки на гайку. Сам гайка стоит в буртике, чтобы при откручивании фрезы отжимать цангу, чтобы не пришлось ее выбивать, потому что она зажата на конусе. То есть гайкой откручиваете, и она оттягивает цангу, и свободно уже тогда вытаскивается фреза. Цанга на 8, цанга на 12 с гайками. Молодцы. Потому что большинство, допустим, китайцев идут они цанга на 8 и втулка на 6 переходная. Ну, втулки тоже имеет место быть, но когда у вас готовый комплект цанга и гайка, это вообще здорово. На 6 я тоже себе цангу с гайкой возьму, пусть будет отдельный комплект. Такие вот барашки для параллельного упора. Ключик снимать. Также на этом фрезере есть фиксатор. Вот он находится. То есть зажимаете фиксатор и откручиваете гайку.
Копировальная втулка. Ребята, что вот это такое? Я не понял. Вот эта вот конструкция мне тоже непонятна. Вот гайка со втулочкой. Причем вот это вот сделано вообще похабно. Вот смотрите, резьба. Болтается. То есть там резьба или на гайке, или на втулке, она просто сорвана. Не сорвана, не дорезана. В общем, бракованная резьба. Но так как все-таки я работаю токарем, я думаю, мне не составит труда сделать это заново. Ну, вот эта мелочь, в принципе, она не обидная. Я могу это сделать, для меня это не проблема. Но для чего это нужно, я не понял. По всей видимости, это тоже какая-то разновидность копировальной втулки. Вот я надел эту втулку на эту шайбу, подтянул ее гаечкой. Вот копировальная втулка. И она подходит вот сюда. Ну зачем она? Я такой штукой не пользовался раньше. У меня копировальные втулки были, а вот это вот зачем? Непонятненько. Такой сложной конструкции. Зачем? То есть это тоже какая-то разновидность копировальной втулки, по всей видимости. Если кто-то знает, напишите, объясните. Буду благодарен. Есть тут еще вот такие вот приблуды. Так, вам там видно? Экран устанавливается вот здесь, крепится болтиком. И вот такой вот воздухозаборник для отсоса пыли. Тоже крепится на болтике. В интернете видел разновидности этих фрезеров, где она защелкивается, не на болтиках крепится. И там тоже люди были недовольны, как она крепится. Пылесборничек. Ну, довольно тонкая пластмасса, не знаю как, выдержит, не выдержит, не сломается ли в процессе работы. Попробую, конечно, потому что я работаю с пылесосом чаще. Подошва с таким срезом. Пластик, прокладка пластиковая. Ну, в общем-то, весь пластик нареканий не имеет. Алюминий тоже хорошее аккуратное литье, но вот эта кромка, она почему-то не обработана. Ребята, ну, если кто-то услышит меня из Интерскола, ну, что, элементарно кромку не могли обработать на алюминий. И вот эта вот этикеточка, ну, вон видно, под ней воздух гуляет, она не может, она, скорее всего, скоро оторвется и отпадет. Также заехал вот такую вот фрезу диаметром 19 миллиметров. Это мне надо будет фрезеровать пазы для установки ступеней в боковые бруски. То есть там у меня будут не сплошные пропилы, циркулярка, они будут не до конца. Вот такой фрезой буду выбирать вот эти пропилы. Так что на новогодние праздники я себе, слава богу, материалами работы обеспечил. К весне хотелось бы дом закончить, потому что хватит уже тянуть, копить не получается. Взял кредит, взял материалы, взял инструменты, потихонечку дострою. Думаю, до весны я внутренность все доделаю, останется у меня только обшивка снаружи. Обшивка снаружи, это уже налито. До новых встреч, всем удачи, до свидания.